Однажды к Будде подошел человек и сказал: «Ты отрекся от всего, ты не живешь, ты не любишь, ты ничего не делаешь. Что ты вообще оставил людям?» Будда посмотрел спокойно и ответил: «Я оставил им одну вещь, единственную, что у них никогда не было. Я оставил им выход». Каждой эпохе дают своего проводника. Будда говорил о пустоте и свободе от страдания. Иисус – о вибрации любви, которая сильнее смерти. Гермес передавал коды реальности через язык символов. Патанджали выстраивал внутреннюю архитектуру сосредоточенности. Суфии танцевали в ритме сердца. Диспенза подтверждает это все сегодня на языке нейронауки. И все равно, сколько бы ни говорили, сколько бы ни объясняли, люди продолжают не слышать. Учения повторяются, формы меняются, слова становятся проще, громче, даже научнее. Но суть все равно ускользает. Но истинное послание не в словах. Оно передается по-другому. Через состояние, через чистоту, через того, кто готов услышать. А значит, возможно, сейчас твоя очередь. Представь, что ты живешь в VI веке до нашей эры. Жара, пыль, никаких прав, кроме тех, что тебе дал род. Ты не выбираешь, кем быть. Ты – функция. Ты родился, значит, должен. Обязан служить, подчиняться, поклоняться. Судьба – как приговор. Карма – как долговая яма, из которой не выбраться. Ты боишься богов, потому что они требуют. Боишься начальника, потому что он накажет. Боишься бедности, потому что она позор. Боишься смерти, потому что она конец. И ты живешь, как живут все. Пашешь, поклоняешься, повторяешь, не задаешь вопросов. Потому что каждый вопрос – опасность. Он может разрушить твой мир. А мир – единственное, что у тебя есть. Хотя даже он не твой. Каждое утро в теле, которое болит. Каждое утро в страхе, который дышит в затылок. Каждое утро в жизни, которую ты не выбирал. И вот тогда, где-то внутри всего этого, впервые звучит: «Все есть страдание». Но это не жалоба, это не нытье. Это как если бы сама реальность наконец-то поняла саму себя и произнесла вслух: «Я невыносима, я петля, и чтобы выйти, нужно перестать цепляться». Будда не пришел осветить путь. Он не Бог, не учитель, не реформатор. Он как трещина в стене, как просвет, через который реальность поняла: если все, что ты видишь, уходит, значит, истина не в том, что видно. И тогда тишина. Не как молчание, а как ответ. Он не просил верить, не требовал следовать, не говорил «я – истина». Он просто показал не путь, а возможность увидеть. Ты – это не тело, потому что тело стареет, болеет, меняется, но ты ощущаешь это изнутри. Ты замечаешь, как сжимаются мышцы, как прерывается дыхание. Значит, ты не это. Ты не роль. Потому что роли меняются. Сегодня ты сын, завтра отец. Сегодня ученик, завтра учитель. Но есть нечто, что остается за пределами всех ролей. Оно видит, как ты играешь и как устаешь. Ты не страх, потому что страх приходит к тебе, он дышит рядом, он может сковать, захватить. Но ты тот, кто может это заметить, а значит, ты глубже, ты тот, кто видит. Не глазами, а изнутри. Ты свидетель всего, что возникает и исчезает. Мыслей, событий, снов, жизней. И именно это твоя свобода, потому что все, что видится, непостоянно. А ты остаешься. И в этом видении, без сопротивления, без бегства, без захвата, и заканчивается страдание. Не потому что оно исчезло,
а потому что ты перестал быть тем, кто в нем захвачен. Иногда это происходит случайно. Ты не практикуешь, не ищешь, не стараешься. Просто что-то отпускает. Ты сидишь, и вдруг тишина. Не вокруг, а внутри. Никто не выключал звуки. Но ты слышишь иначе. Тело все еще здесь. Но ты больше не сжимаешься в нем. Нет «я» внутри груди. Есть просто дыхание. Простое, теплое, существующее. Ты замечаешь, как приходят мысли и уходят. Как эмоции поднимаются и растворяются. И вдруг понимаешь, ты всегда был здесь. Вне стремлений, вне нужд, вне страха. Это состояние не крутое, оно не духовное, оно естественное, такое, каким ты был до всех ролей. И именно это показал Будда. Он не принес откровения, он напомнил забвенное, ту простую, почти забытую истину. Ты тот, кто присутствует. И когда ты перестаешь бороться с тем, что происходит, и просто позволяешь происходить, страдание теряет власть. Оно все еще может быть, но ты уже не его заложник. Ты свидетель, и в этом свобода. Представь, что ты живешь в Палестине. Пыль, смрад, нечистоты, есть нечего. 1 век нашей эры, Римская империя. Над тобой власть, которой ты не принадлежишь. Тебя не считают человеком. Ты – ресурс. Мнение – не твоя привилегия. Правда – не твоя защита. Даже твоя вера – это не твоя вера. Это то, что тебе разрешили. Ты живешь под гнетом, не только внешним, но и внутренним. Бог – как карающая сила. Грех – как наследство. Ты пришел сюда не жить. Ты пришел искупить. Детей учат бояться Бога раньше, чем говорить. Женщинам запрещено входить в храм. Пища – строго по правилам. Слова – строго по Писанию. Дыхание – строго по статусу. А любой шаг в сторону – грех. Ты живешь в мире, где все важное вне тебя. Ты ничто. И можешь стать кем-то, только если кто-то снаружи одобрит. И ты устаешь. Ты устаешь так, что внутри начинает расти странное чувство. Это не может быть правдой. Бог не может быть таким. Это не может быть истиной, чтобы нужно было страдать, чтобы заслужить любовь. И вот тогда приходит Он. Ты живешь с этим чувством, что тебя не видят, что все твое существование – ошибка, что ты должен просто потому, что ты родился. Должен молиться, работать, терпеть, страдать. Должен бояться Бога, потому что так учили. Но внутри ты не понимаешь, за что. Ты хочешь любить, хочешь просто быть. Но мир не дает тебе на это права. Никто не спрашивает, как ты себя чувствуешь. Никто не интересуется, что болит у тебя внутри. Все боятся, все носят маски, все прогибаются, лишь бы выжить. Ты чувствуешь, что-то в этом всем неправда, что Бог не может быть таким. И именно поэтому это могло родиться только здесь, в этой земле, истертой сандалиями пророков, в этом народе, уставшем от изгнаний, завоеваний и обещаний, в этом месте, где страдание стало религией, а вера – страхом. И вдруг появляется Он, не как царь, не как спаситель, а как человек, простой, но несущий невозможное. Не знание, не догму, не правила. Он несет взгляд, в котором тебя не судят, не измеряют, не требуют, а просто видят. И ты не можешь это объяснить, но когда Он говорит, ты впервые чувствуешь, что тебя кто-то любит. Не за поступки, не за праведность, а просто потому, что ты есть. Его взгляд не обещание. Это как будто сам источник смотрит на тебя изнутри тела и говорит: «Я знаю, как больно, я не спасаю тебя от этого, я иду в это вместе с тобой». И ты начинаешь плакать. Не от страха, а от того, что тебе наконец можно быть живым. Иисус не просто человек в истории, а отклик на самую глубокую тоску внутри каждого из нас. Тоску быть любимым без условий,
быть увиденным, не играя роли, быть живым, не боясь, что тебя за это накажут. И в этом смысле он не пришел, а родился изнутри человечества, как его последний крик, не о спасении, а о праве быть настоящим. В каждом человеке есть эта глубина. Тихое, почти забытое стремление быть не должным, а просто быть. Желание, которое нельзя выразить словами, быть принятым таким, какой ты есть, с тревогой, со слабостью, с ранами, чтобы тебя не оценивали, а просто приняли. Не за силу, а за живость. И этот зов живет в каждом. Он не громкий, но он вечный. Он звучал в каждом рабе, в каждом ребенке, который слышал, что Бог накажет, в каждой женщине, которую не пускали в храм, в каждом мужчине, который не имел права на слезы. Этот зов копился и однажды воплотился. Иисус не бежал от боли, Он вошел в нее до конца, не чтобы победить ее, а чтобы быть рядом с каждым, кто уже не может держать боль в себе. Он не учил страдать, Он прошел сквозь страдания с открытым сердцем. Когда Его предали, Он не замкнулся. Когда Его унизили, Он не ожесточился. Когда Его избивали, Он не отвернулся. Когда Его распинали, Он не закрыл сердце. И это не подвиг, это зеркало. Это то, на что способен каждый, кто однажды вспомнит, кем он был до страха. Если Будда – это выход из иллюзии, а Иисус – это вход в боль с открытым сердцем, то Гермес – это отражение всего этого в структуре реальности. Когда сердце открывается, все начинает звучать иначе. Мир уже не враг, не тюрьма, не испытание. Он становится зеркалом. Ты смотришь и видишь себя. В людях, в звуках, в событиях, в случайных фразах, в совпадениях, которые слишком точны, чтобы быть случайными. И тогда приходит следующий голос. Голос, который не говорит напрямую. Он шепчет. Он показывает через образы, через отражения. Он не спорит с миром. Он встраивает в него истину. Это голос Гермеса. Представь, что ты живешь в Древнем Египте. Пустыня бесконечная. Солнце не просто свет, а Бог. Ночь, как царство мертвых. Земля живая, но молчит. И все, что ты знаешь, это циклы. Вода приходит, уходит, приносит урожай или голод. Ты живешь среди символов, но не понимаешь, кто их оставил. Тебе говорят: так устроено, так надо, так всегда было. Но ты чувствуешь, за этим есть что-то большее. Ты поднимаешь глаза и видишь пирамиду. Массивную, тихую, совершенно неподвижную, но в ней есть точность. И ты не можешь понять, как, кто ее построил, зачем, почему она выровнена по сторонам света, почему ее пропорции совпадают с планетарными циклами. Ты впервые понимаешь, мир может быть непостижим, но он не хаотичен. Если кто-то когда-то вложил в камень такую симметрию, значит, он знал. Знал не только о камне, а о связи, о вибрации, о скрытом порядке, который нельзя увидеть, но можно почувствовать. И вот тогда возникает голос, который не зовет к богам, не требует веры, а приглашает настроиться. Гермес Трисмегист. Он не дает догм, он дает ключи. Как вверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Это не философия, и точно не метод влияния на пространство вариантов. Здесь не нужно ставить слайды и обнулять маятники, не нужно выравнивать векторы важности, и уж точно не надо заказывать исполнение реальности. Гермес не предлагал технологии исполнения желаний, он передавал понимание устройства, где ты не заказчик, а отражение, резонанс, формула настройки. Если ты видишь хаос, не надо бороться с ним. Посмотри в себя, побудь в тишине, настройся.
потому что мир не исполняет команды. Он повторяет твой внутренний ритм. И тогда все слайды сняты, а маятники тихо спят, потому что герметическая система загружена. Гермес не объясняет, он настраивает. Ты начинаешь видеть, мысль порождает волну, волна влияет на форму, форма становится реальностью. И ты больше не один в мире, ты его отражение, ты его настройщик. И если ты хочешь изменить мир, ты начинаешь с себя. Он говорит не языком молитвы, а языком символа. Цвет, число, ритм, сон, случайность, музыка – все несет послание. Это не эзотерика, это внутренняя геометрия Вселенной. И ты – часть этой геометрии. Ты не наблюдатель снаружи, ты встроен. И если ты настроился, мир начнет говорить с тобой. Не словами, а всем сразу. Именно так звучит голос Гермеса. Он ничего не навязывает. Он просто звучит в тех, кто готов услышать тишину между словами. Если Гермес показывает, что все связано, то Патанджали говорит, ты не поймешь ничего из этого, пока твой ум дрожит, как поверхность воды. Когда ты начинаешь видеть взаимосвязи, мир оживает. Ты слышишь, ты чувствуешь, ты начинаешь замечать знаки повсюду. Но вместе с этим приходит новая трудность. Ум слишком много хочет. Он бегает от мысли к мысли, от идеи к образу, от желания к тревоге. Он начинает жадно ловить все и теряет тишину. И тогда приходит другой голос. Он не зовет к звездам. Он не шепчет загадок. Он говорит просто «сначала тишина, потом все остальное». Представь, что ты живешь в древней Индии. Жара давит на виски, воздух тяжелый, сотни божеств, сотни ритуалов, сотни школ. Каждый говорит свое, каждый прав, каждый доказывает. Мир духовности шумный и тесный. Как рынок, где торгуют истиной, где даже тишину продают по предписанию. И среди всего этого появляется он, тот, кто не спорит, не объясняет. Он просто сидит. Он не зовет к богам. Он не требует веры. Он говорит, йога – это остановка колебаний ума. Патанджали – не гуру. Он – инженер сознания. Он показывает, что твоя боль, твоя тревога, твоя невозможность услышать себя – это не проклятие, это шум. И если ты хочешь понять, кто ты, если хочешь услышать источник, увидеть знаки, жить в резонансе, ты должен замолчать внутри. По-настоящему. Патанджали не дает образы просветления. Он говорит о практике, о дисциплине, о тонкой, точной настройке. Он словно шлифует тебя изнутри. Не чтобы ты стал лучше, а чтобы ты перестал быть искажением и увидел реальность такой, как она есть. Когда ум спокоен, ты не нуждаешься в чудесах, ты не ищешь знаков, ты не гоняешься за просветлением, ты просто здесь. И этого достаточно. После Патанджали, который дал тишину и внутреннюю точку удержания, приходит поток, в котором тишина начинает двигаться, а любовь перестает быть метафизикой и становится ритмом, кругом, зовом. И теперь мы переходим в пространство, где тишина Патанджали становится движением, а любовь не словом, а состоянием, не направленным на кого-то, а рождающимся из самого центра существа. Мы идем в эпоху, где Бог давно стал законом, где вера – это долг, а не чувство. И именно там, внутри строгости, зазвучала любовь как забвение себя. Забвение себя у суфиев – это не потеря памяти, а временное растворение эго-структуры, которая говорит «Я – это мои желания, моя правота, моя боль, моя форма». Когда ты входишь в состояние экстатической любви, в их терминологии фана, то не теряешь себя, а выходишь за пределы узкого «я», чтобы вернуться в настоящее «я есмь»,
без формы, без притязаний, без страха. И здесь есть связь с более широкой линией – создание человека и забывание. Вот тут все становится очень интересно, потому что если любовь – это естественное состояние источника, а человек не чувствует ее, то напрашивается вопрос – почему? И тогда всплывает вечная гипотеза, лежащая в основе всех гностических, герметических, суфийских и даже современно-квантовых учений. Человек не просто впал в материю, он был разорван, разделен, он был забыт сам собой. Представь, что ты живешь в средневековом городе Востока. Пыльные стены, тесные улочки, зов муэдзина над крышами. Бог везде. Во всех словах, на всех монетах, но не в сердце. Тебя учат бояться, молиться по расписанию, подчиняться во имя спасения. Ты слышишь, что Бог велик, но не слышишь, что Он рядом. Ты чувствуешь, что за словами пустота. И ты не один. Многие вокруг живут не в вере, а в страхе не выполнить веру правильно. И вот однажды на краю города, в тени платана, человек начинает кружиться. Молча, ничего не объясняя. Он просто движется, словно мир вращается внутри него. И рядом музыка. Не песня, не мантра, а зов. Это суфии. Они не спорят. Они не проповедуют. Они вспоминают. Они не говорят «вот Бог». Они входят в такое состояние, в котором Бог говорит сам, через сердце. Суфии не отделяют любовь от пути. Для них любовь – это путь, это вибрация, к которой ты возвращаешься, когда опускаются все маски. Они не боятся плакать, не боятся падать, не боятся молчать, потому что все это – движение любви. Ты можешь встретить суфия, и он ничего не скажет, но рядом с ним становится тише, словно в тебе самом что-то начинает звучать, не возвышенно, а живым током. Суфии говорят: «Я был сокровищем, и я возжелал быть узнанным». И вся жизнь становится поиском этой точки, где Бог перестает быть образом и становится движением в груди. Не философия, не религия, а безмолвное узнавание. Это не путь объяснений, это путь растворения, где ты больше не спрашиваешь, не доказываешь, не требуешь. Ты просто становишься музыкой, которая звучит в ответ. Мы живем в состоянии, где настоящая любовь кажется мифом, а Бог – законом. Но, возможно, мы просто забыли себя не в философском, а в буквальном смысле. Как будто то, что мы называем «я», это всего лишь отражение, забывшее, что оно – свет. Суфии не пытались это объяснить. Они просто входили в поток, где ты больше не защищаешься. И любовь делает то, что не может сделать никакая система. Она распаковывает твою природу изнутри. Может быть, все дело в том, что человек когда-то не просто ушел от истины, а забыл. Как будто внутри нас была целостность, но в какой-то момент что-то треснуло. Не катастрофа, не проклятие, просто расщепление. С одной стороны разум, с другой сердце, с одной стороны страх, с другой тяга к свободе. И вот ты уже живешь не как поток, а как конфликт. Суфии чувствовали это, но они не объясняли. Они просто входили в любовь не как чувство, а как возвращение к себе до раскола. Как будто внутри нас была целостность, но в какой-то момент что-то треснуло. Просто расщепление. Много веков назад случилось нечто, не просто падение, а сброс. Мир, каким он был, сломался. И то, что осталось, было уже не целым, а обломками памяти. Кто-то выжил, кто-то передал, что-то сохранилось в виде символов, мифов, искаженных обрядов. Но само ощущение единства затерялось. Когда-то человек искал смысл и находил его внутри, в тишине, в наблюдении, в соединенности с миром. Но потом все изменилось. Наступила эпоха, когда думать стало опасно. Средние века. Религия превратилась в строгую систему контроля,
Ты больше не мог искать. Ты должен был верить, так, как тебе велели. Если ты чувствовал иначе, ты был опасен. Если говорил вслух, тебя могли сжечь. С этого момента страх стал базовой программой. Не только страх перед диким зверем, как «бей» или «беги», а страх перед человеком, перед владением, церковью, обществом, тем, что сегодня называют социалкой. Люди начали прятать себя, молчать о мыслях, скрывать чувства, подстраиваться. Это стало нормой и начало передаваться по цепочке поколений. Не как ценность, а как способ выжить. Но разве этого не было раньше? Разве не страдали люди и во времена Будды или Гермеса? Конечно, боль была всегда, болезни были, страхи были, но раньше еще оставалось пространство для внутреннего знания, для наблюдения, откровения, понимания своей связи с миром. Боль тогда вела к поиску, а позже стала поводом для подавления. Разница не в том, что стало хуже. Разница в том, что человек все больше терял внутреннюю опору, не просто страдал, а не понимал, зачем все это, не знал, куда идти, не знал, кто он. И тогда в этой пустоте начали разрастаться внутренние трещины. Появились болезни не тела, а души, раздвоение, маски, отчуждение. То, что Юнг потом назовет тенью. Прошло столетие, потом еще. И вот у тебя уже внутри программа. Будь как все, не высовывайся, не доверяй себе, не чувствуй слишком глубоко. Это не твой выбор, это наследие выживания. Так появились маски, роли, фальшь. А под всем этим осталась душа, которая не исчезла, но затаилась. И вот тогда появился человек, который впервые не стал лечить симптомы, а начал слушать. Тех, кого не слышали. Он увидел, что причина внутри, что ты разорван, что ты забыл себя, и что тебя можно восстановить, снова собрать. Его звали Карл Густав Юнг. Представь, что ты живешь в 20 веке. Мир на грани безумия. Одна война только закончилась, вторая уже на подходе. Наука говорит, Бога нет. Церковь говорит, смирись. А душа молчит. Люди живут в прогрессе, но чувствуют пустоту. Ты можешь полететь в небо, но не знаешь, что делать с собственной тревогой. Ты можешь изобрести двигатель, но не можешь поговорить с отцом. Ты можешь построить теорию, но что ты построишь внутри, если не знаешь, кто ты? И вот тогда приходит Юнг. Он не провозглашает откровения. Он не создает культ. Он просто начинает слушать сны. Не как случайные картинки, а как голос глубинной памяти. Потому что в каждом человеке древний след. Не от событий, а от состояний, в которых он уже бывал. Сегодня это называют регрессией, погружением в прошлые жизни или в бессознательное. И да, это может работать, но не само по себе. Ты можешь увидеть 1000 прошлых воплощений, но если ты не понимаешь, зачем, если ты не чувствуешь, что именно в тебе сейчас требует освобождения, все это останется просто спектаклем. И только осознанность оживляет практику. Только когда ты входишь не за картинкой, а за причиной, начинается настоящее облегчение. Иногда это происходит спонтанно, во сне, в медитации, в глубоком молчании. Иногда через технику. Кто-то делает регрессию, кто-то ревизию, как учил Невил Годдард, перепроживание прошлого в новом ключе с другим состоянием. Но в любой технике важно одно – ты не вспоминаешь прошлое, ты переподключаешь себя, ты меняешь точку восприятия. И тогда действительно происходит сдвиг. Не потому, что ты что-то вылечил, а потому, что ты вышел из петли. Здесь образы, которые не придумываются, символы, которые повторяются, мотивы, которые живут сквозь века. И Юнг показывает нам, внутри тебя не только логика и биография, внутри тебя архетипы, герой и страж, мать и тень, искатель, правитель, мудрец, ребенок, которого забыли. Они живут не в мифах, они и в тебе.
и каждый из них говорит: «Посмотри на меня, я часть тебя, я хочу быть услышан». Но Юнг не остановился на красивой системе. Он понял главное: если ты отвергаешь часть себя, она становится тенью, и чем сильнее ты ее подавляешь, тем разрушительнее она возвращается. Страх, зависть, агрессия, зависимость, пустота – все это неплохие привычки. Это то, что было изгнано, и теперь просится обратно. Юнг показал: путь к целостности не в избавлении, а в соединении, не в святости, а в смелости встретиться с собой полностью и собрать себя заново. Он не называл это Богом, но говорил, что есть внутри тебя нечто, что знает, что тянет, что ведет, что не исчезает, даже если ты от него отворачиваешься. И если ты прислушаешься, оно заговорит. Символами, снами, встречами, повторами, синхроничностями, языком, который никто не учит, но все узнают, когда слышат. Юнг не давал спасения, он давал карту и показывал: если ты хочешь вернуться к себе, ты должен пройти через все, что ты когда-то оставил в тени, и встретиться со всем этим, как с собой. Прошло не одно столетие, и все, что мы считали прогрессом, дало плоды, но не те, на которые надеялись. У нас появились технологии, устройства, схемы, религии, но не стало понятнее, кто мы. Даже наоборот, стало громче. Мир слишком шумный, чтобы услышать себя. И все же что-то не остановилось. Люди снова начали искать, не потому что им сказали, а потому что душа больше не может спать. Кто-то читает Кастанеду, кто-то идет в суфийские круги, кто-то находит себя через диспензу, через дыхание, тело, биохимию, кто-то слушает сны, кто-то изучает символы, кто-то вдруг начинает понимать, что с ним всегда говорил его же собственный страх. Это не новое движение, это воспоминание о древнем. И вот здесь появляется современный герой, не в рясе, не на троне, не с ореолом, а в белом халате. Он говорит языком науки, но суть его слов та же, что у Будды, Иисуса, Гермеса. Ты не твое прошлое. Ты не шаблон. Ты можешь выбрать другой путь. Ты можешь переподключиться. И мы подходим к новому витку, где все древнее соединяется с новым, и все мистическое получает квантовое объяснение. Он не пророк. Он нейробиолог. Он не зовет поверить. Он показывает, как работает сознание и почему ты застрял именно в той жизни, в которой живешь. Ты не выбираешь судьбу. Ты просто повторяешь сигнал. Один и тот же день. Снова и снова. Потому что твоя биохимия уже привыкла к этой реальности. Именно поэтому медитации, визуализации, дыхание работают не магически, а по законам нейрофизиологии. Ты не тело, но ты живешь в теле. И когда ты меняешь восприятие, меняется ритм сердца, меняется гормональный фон, меняется частота мозга, и открываются другие варианты реальности. Он говорит о когерентности, согласованности разума и сердца, о том, как сознание влияет на ДНК, как внутренняя настройка становится внешним полем, и как человек может выйти из привычного «я» и стать наблюдателем, создателем, волной. Не скажи 2 слова, и будет тебе счастье. Нет, ты не сможешь изменить свою жизнь, просто повторяя «я успешен», «я богат», «я любим». Это не магия фразы, это не секрет во Вселенной, который от тебя скрывали. Это не скажи 33 раза, и вибрации мира поменяются. Слова ничего не значат, если за ними нет состояния. Ты можешь месяцами заказывать желания и визуализировать яхты с шампанским, но если внутри тебя все еще дрожит ребенок, который боится быть собой, реальность откликнется именно на это. Вот почему Диспенза говорит о когерентности, потому что состояние первично, а слова — лишь отражение. Если настроен ум,
но сердце закрыто, то не сработает. И наоборот, сердце хочет, но ум застрял в страхах, тоже не пойдет. Только в согласованности, в целостности начинает звучать новое поле. Это не тренинг успеха. Это возвращение в тишину, где ты слышишь, кто ты, и откуда звучит твоя реальность. Он не мистик, но он говорит о чудесах. Он не священник, но он говорит о священном. Он не буддист, но он говорит, как перейти за пределы эго. Именно в его словах многие услышали знакомое, ту же тишину, что у Гермеса, ту же остановку, что у Патанджали, ту же свободу, что у Будды, и ту же любовь, что у Иисуса. Но теперь на языке эксперимента, на языке мозга, на языке поля. Это не техника, это настройка. У Диспензы это называется когерентность, когда разум и сердце наконец начинают звучать в унисон, когда ты больше не разорван, мысли в одну сторону, чувства в другую, когда ты не контролируешь, а настраиваешь. Сначала расширяешь фокус, не смотришь на что-то одно, а ощущаешь все поле вокруг, пространство, дыхание, ритм жизни. Потом входишь в сердечный центр. Не механически, а мягко, не как точку в теле, а как состояние, как если бы ты вошел туда, и там стало тихо и тепло. Именно оттуда начинается настоящая трансформация. Не из головы, а из соединения. И уже потом могут прийти образы. Или не прийти. Это не важно. Важно, что ты в моменте. Не лепишь желаемое, а вспоминаешь свое. И тогда реальность не исполняет команды. Она откликается. Она синхронизируется. Ты не обязан тащить все, что называют судьбой. Ты не обязан повторять боль, если ты ее видишь. Все, что кажется заколдованным кругом, чаще всего просто старая реакция тела на страх. Реакция «не ты». Привычка «не ты». Они просто звучат, пока ты в них. Но ты можешь разомкнуть этот цикл. Не силой, не побегом, а взглядом. Простым, настоящим. Ага, это всего лишь реакция, а я вижу. И вот в этот момент ты уже не пленник. Ты наблюдатель. И это не теория. Это выход.